Дядя Вова! Ку! Недавно я приобрел новый 3D-принтер Tornado 2 от Flying Bear. Это не первый мой принтер. До этого у меня был достаточный опыт работы на третьей прюше. Но в какой-то момент я осознал, что мне необходимо увеличить зону печати, желательно при сохранении общих габаритов самого принтера, так как проживаю я в не очень просторной квартире. Ввиду того, что печатаю я в основном ABS пластиком, то я решил, что новый принтер мне нужен либо уже с термокамерой, либо конструкция принтера должна позволять монтаж самодельной термокамеры. И очень желательно, чтобы в принтере было 2 экструдера, ну или более. И вот я стал просматривать предложения в интернете на принтер с вышеперечисленными характеристиками. Но пришло пренеприятнейшее известие. Оказывается, с декабря 2018 года при покупке товаров на сумму свыше 500 евро теперь необходимо заплатить таможенную пошлину и побегать по инстанциям. С вас 6140 коробков. Откуда столько набралось? Что, несомненно, ограничило выбор, так как к критериям закупаемого принтера добавился еще один пункт. Бюджет принтера сократился до 500 евро. Просмотрев на ютубе массу обзоров и полистав AliExpress, остановил свой выбор на Tornado 2 от летающего медведя. Были и другие предложения, но Tornado 2 подкупил металлической рамой. Варианты на базе алюминиевого профиля мне показались более хлипкими, требующие кропотливой подгонки и точности сборки. Из ограничений стоимости заказал принтер с одним экструдером, но договорился с продавцом, что у него закажу в следующем месяце набор для апгрейда принтера вторым экструдером. И вот настал день, когда пришел мой новый принтер. Не буду вас утомлять бессмысленным видео о том, как мы с супругой собирали принтер. Видео такого рода и без того на ютубе предостаточно. А покажу принтер, как он есть, непосредственно после сборки, как он печатает с типовыми настройками куры, без подбора и оптимизации. О косяках, недостатках, замечаниях, моих усовершенствованиях и апгрейдах я сниму отдельное видео, где подробно изложу свое видение, исходя из опыта и полученных результатов. Кинематика Tornado 2 собрана по схеме Cartesian. На оси Y трудятся сразу 2 шаговых мотора, объединенных одним валом. Вероятно, это сделано для того, чтобы снизить инерцию, так как ось Y несколько перегружена. Ось X и Y двигаются по рельсовым направляющим. Ось Z также снабжена 2 моторами. Благодаря жесткой конструкции и драйверам TMC2208, Tornado 2 на средних скоростях работает значительно тише, чем та же самая третья прюша. Для домашнего принтера Tornado имеет достаточно крупный стол с зоной печати 36 на 36 см с высотой печати до 36 см. Стол снабжен борсиликатным стеклом. Существует мнение, что большинство видов пластика можно печатать на боросиликатное стекло без каких-либо прибамбасов, повышающих адгезию, что мы, собственно, сейчас и проверим. Итак, переходим к тестовой печати. Посмотрим, что получится сходу, можно сказать, из коробки. Печатаем тестовый кубик 20 мм, диаметр сопла 0,4 мм. Прозрачный СБС пластик от FD Plast. Печатаем прямо на стекло. Результат на 3, может даже с плюсом, по 5-бальной шкале. Хотя для первого результата с колес очень даже неплохо. На темную полоску прошу не обращать внимания, ввиду спешки не стал заморачиваться с доскональной прочисткой сопла. И печать получилась немножко грязноватой, но для наглядности так будет даже лучше. Такой же результат получаем и с черным СБС пластиком. Далее идет черный ПЛА-пластик от того же FD Plast, и качество получаем тоже среднее. Значит, сработала эта хреновина. А вот с АБС пластиком неизвестного китайского производителя не получилось печать прямо на стекло. Даже такая маленькая деталь не хотела держаться и упорно отлеплялась. Пришлось использовать по старинке раствор АБС пластика в ацетоне. Раствор использовал черный, так как только он был под рукой.
Вроде неплохо получилось, хотя если присмотреться, видно, что уголки немножко отлепились. Как я упоминал ранее, перед покупкой просмотрел массу обзоров на множество принтеров, в том числе и на модель «Призрак» от Flambeer на канале «Болтник» и канале Дмитрия Сорокина, в которых все было плохо. Принтеры требовали длительной и мучительной настройки. Приобретая принтер, я морально был готов к преодолению трудностей с его воспитанием. И каково же было мое удивление, когда «Торнадо 2» практически сразу после сборки начал не только печатать, а с достаточно удовлетворительным качеством. Не исключено, что мне просто повезло, об этом можно только гадать. И я совершенно не собираюсь нахваливать продукт, это исключительно объективная оценка. Подытожим. В целом принтер показал себя с достаточно положительной стороны. Если вы ориентированы на печать средних и крупных изделий, например, из АБС-пластика с последующей механической доработкой, то, возможно, вам и не потребуются никакие переделки или усовершенствования. А в качестве рабочей лошадки он вполне себе подойдет. Ну а о минусах и моих доработках я расскажу в следующих видео по порядку.